привет! С вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня с нами еще и Иринка. Она приехала и задала мне такой вопрос. Костян, а можно мне покушать морепродуктов? Я говорю, да, конечно же, можно. И привез в один из, можно сказать, самых представительных по морепродуктам ресторанов. Здесь аквариумов самое большое количество, которое я встречал. Давай и отъедаться. Давай отъедаться. Погнали! Ириш с мужем приехали и хотят отведать всякого. Мы начали листать меню. Ценнички здесь, надо сказать, что, ну, не то чтобы высокие, но нормальные. То есть средний чек, я бы так назвал, 150 плюс. Это средний чек. Что из меню? Мы будем брать что-нибудь? Да нет, из меню, наверное, не будем. Может, овощища каких-нибудь закажем. Например? Так, да, например, вот этих вот. А так до аквариума сходим, там посмотрим и выберем. В аквариумы, естественно. Так что, ребят, телеграм-канал мой, как видите, пользуется некоторой популярностью. Ты же там, да? Правильно? Написал человек. Мы связались. Все уже здесь нормально. Предоставили байк, предоставили сим-карты и так далее. Пользуйтесь такой возможностью. Пока что это в индивидуальном порядке происходит. Все, ладно, хватит базарить, пойдем выбирать морепродукты. Устрицы 2 штучки, ранчиков 300 ушек. Четыре ежика. А под конец трапезы возьмем непонятную тварь под названием изопод. Я бы хотел, честно говоря, чтобы они ползали и красиво передвигались. Но шевелятся, и ладно, попробовать так все равно надо. Ириш, ну и первые впечатления. Вот мы прошлись по аквариумам, все заказали. У нас полностью, естественно, сделан заказ, потому что здесь достаточно много народу. И вы понимаете, если мы будем делать их по очереди, эти заказы, то приносить нам будут очень долго. Первые впечатления о разнообразии и так далее. Первое впечатление. Очень обширные аквариумы, очень хороший выбор. Все живое. Есть слабо шевелящиеся граждане, но в принципе они пойдут. Пока шевелится, его есть можно. Хороший выбор. По поводу цен? По поводу цен. Мы тут прошлись по парочке заведений, цены немножко высоковатые. Ну, то есть чуть выше, чем есть в других местах. Но если вы хотите это все съесть, это с удовольствием. Все вкусное приготовят. Точнее, пока еще не знаем, как приготовят. Это ты немножко вперед забегаешь. А вот устрички-то уже и подоспели. Что меня прежде всего впечатлило, это подача. Мы заказывали просто устрицы. Напомню, 35 тысяч донгов они стоят за одну. Ну, я такой, да типа нормальная цена для рестика, да, ведь в принципе, правда? Нормально да. для рестика. А подача? Подача очень интересная. То есть обычно ее просто приносят с лаймом, и все, ну если сырыми заказываешь. А тут и васаби положили сразу же, и имбирь, чтобы потом освежиться после нее. И даже немножечко икры бросили. И икра при этом натуральная. Ну, мы по одной икринке сейчас уже попробовали. У нас даже небольшой спор возник, да, относительно того, что натуральная это икра или нет. Я говорю, да здесь не натуральной, то есть имитации вообще не существует. И, соответственно, могу сказать, что это, да, натуральная икра, но просто не лучшего качества. Уже достаточно залежалая, ни в коем случае не испорченная. Ну, короче говоря, давай пробовать, давай а там пробовать. Уже впечатление, как говорится, имбирек на попозже. А с ноги не сняли. Ну, у меня легко. Отковыривается. О, у меня получилось прям с икрой вместе. Ну, давай. Ну и ладно. Лаймом полита. И васаби. Васаби неплохой, кстати. Ну, это не сильно ядреный, но его чувствуется. Слушай, а хорошо? Да. Хорошие свеженькие устрички. Да не хочу я имбирь заедать, это хороший вкус. Зачем мне имбирь? Не надо, потом, серьезно. О, видишь, нам еще и соусы подносят. Да, уже сразу же потащили. Короче говоря, вот здесь мне понравилось. 35 своих денег стоит. Они стоят, они хорошие, Согласна? свежие, качественные, согласна. Ну и поехали дальше. Сейчас нам будут метать на стол все подряд. А мы все будем пробовать. Ага. Ну, я смотрю, что у них достаточно стандартная подача, а именно с имбирем, с красной икрой и с васаби, если они подают сырой морепродукт. В данном случае что у нас? Икра ежа. Долгий ящик-то не откладывай. Давай.
сразу и пробовать. Только без всего, естественно. Васаби кыш, икра welcome. Давай. Вот так. Водянистая могла бы быть и понасыщеннее, но ничего. Ну-ка, иди вторая. Что, попробуем? Неплохо, но такое впечатление, что долго они лежали, бедные, в аквариуме. Неплохо. Все из них вымылось. Скажем так, я едал, и все то же самое, только более насыщенное. Ты их пробовал до сих пор? Я пробовала до этого ежа 2 раза. Первый раз сама по глупости намешала все, что мне к нему подали. Так. И это было ужасно, отвратительно, пробовать не хотелось. Но я решилась еще на 1 разок. Второй раз просто с лаймом. С лаймом очень даже неплохо. С такой подачей она очень приятная, но, как ты сказал, немного водянистая. Да. Но очень вкусный. Но Чувствуется вот я вкус сейчас моря. вместе с икрой, да. Икра с икрой. Очень приятная штука. Я бы все-таки на их месте подавал отдельно и васаби, и икру, и имбирь. Потому что вот сейчас взял все вместе, ну, портится нежнейший вкус и корки бедного несчастного ежа. Он настолько нежный, что все-таки к нему ничего не надо добавлять. Подавайте все соусы, ребята, отдельно. Согласна. Ну а по поводу свежести никаких вопросов нет. Все хорошо, все здорово. Свежесть прекрасная. Но единственное, могу сказать, что почищен не совсем аккуратно. Внутри попадаются небольшие, как это назвать, иголки. И поэтому надо быть немного аккуратнее, когда его кушаешь. Это правда, это правда. Роман, пробуй. От тебя тоже, наверное, народ ждет какого-нибудь вердикта. Че мы? Все мы да мы. Ну да, это прям то, чего я ожидал. Если вы любите икру морского ежа, если он свежий, то это пища богов, идеально. Ты расскажи людям, если они никогда в жизни не то что и пробовали морского ежа, они его не видели, на что похоже? Но на что манго похож? На манго. А это похоже на морского ежа. Ну, в принципе, да. Я могу сказать следующее, что здесь вот йодистого вкуса я, кстати, не обнаружил. Это прежде всего свежесть моря и сладость. На этом, наверное, в конкретном еже заканчивается. Обычно еще присутствует пикантный, но интересный йодистый вкус. Ну вот, ты имеешь в виду, как в этих, как эти штуки называются? Нет, он неплохой здесь, потому что вот про йодистый, который ты говоришь, он плохой, он невкусный, а здесь он пикантный и интересный. И он здесь не сильный. Ну, может быть, но йодистого вкуса я не почувствовал. Ну, здесь, потому что его почти нет, да. Они, скорее всего, просто очень долго в аквариуме плавали. Когда он посвежее, он так... Ну, вот то, что ты сказал про не хватает насыщенности, да, мне кажется, ты был прав, потому что я тоже так почувствовал, как будто бы в прошлый раз, когда мы пробовали, был вкус прям по насыщению, да. Ну, а теперь ракушка Авалон, она же морское ухо. Это, пожалуй, единственное блюдо, которое мы сегодня заказали на гриле, потому что они везде, что ты видела, они предлагают почти все, да, на пару, если они соображают. Если они не соображают, они даже самые нежнейшие вещи, такие: ребята, на гриле, на гриле, на гриле. Всегда практически обговаривайте то, как вам будут что-то готовить. Пробуем? Welcome, да. Это очень вкусная штука. Они сделали грамотно, что сделали надрезы. И, В принципе, все снято. да, это отрезано. Можно и так кусать. Я бы и так съел. На мой взгляд, даже чуть-чуть переготовлено, но неплохо. Немножко жестковато, Да. но Да нет, вкусно. очень интересный вкус. Неплохо. На что похоже, это сложно, ребят, описать. Дело в том, что, ну, опять же, морской. И заметь, вот здесь более йодистый вкус. Почувствовала? Он похож, да, йодистый вкус есть, как жестковатый такой кальмар, но как будто туда еще и ежа, и вкус устрицы добавили. То есть это целом, как да. смесь всего из 3 ингредиентов. В целом, да, если захотели, ребят, приехали сюда
и попробовать какую-то ракуху, то вот эту рекомендую. Все остальные, ракушка мела, какие-то рапаны, еще что-то, это достаточно жесткое мясо. Они здесь готовят их еще, честно говоря, не очень. Если салат из них делать, то они нарезают прям очень крупно. И вы такого эстетического удовольствия не получите. А вот с этим соусом, Да, я кстати, думаю, я будет тоже круто. попробовала. Оно соль, перчик, лайм, и оно дополняет, Да. дополнительный вкус дает и как-то усиливает. Тут уже еще усилитель вкуса они добавляют в этот соус с лаймом. Может быть, не знаю. Даже если нет, то очень вкусно. Ромк, давай, хватай. По поводу цены, она, естественно, будет где-то появляться, потому что эти вот вещи продаются по весу, на развес. Сколько у нас там грамм получилось, сколько это стоит, все посчитано и появится. И все взвешено. Пробуй. Пробуем. Я-то как бы этим делом уже здесь насыщен. Ребят, давайте. Роман. Слушай, ну вот среди всех ракушек, мне кажется, это самое приятное по консистенции и, наверное, даже самое вкусное. А ты много ракух до этого пробовала? Нет, я до этого ракух пробовала немного. Это стандартно мидии, устрицы. Здесь попробовала, не помню, как называется, такая длинная ракуха. Но их много там, но это вряд ли конус мела, такая наверное. большая. Нет, не мела. Гуидак, может? Нет. Который похож. Она как большая... Нет. Нет, она как большая мидия, такая более треугольная. А, я понял, это перо, да, по-моему? Как он там правильно? Здесь правильное название где-то тоже появится. Это внутри с шайбой, как, Да-да-да, как гребешок. Да, как гребешок. Ага. Она слишком жестковатая получилась, либо мы неправильно ее приготовили. Вот это вот вкуснее всего. Из тех ракух, которых я пробовала здесь, пока еще немного, но вот это самое вкусное. Короче говоря, вы теперь знаете, что выбрать из ракушек. А у нас следующая уже подъехала. Куда же без сашими креветок? Это моя идея была, каюсь. Ты ни разу еще не пробовала, Не да, пробовала такого? ни разу такое. Для нашего человека, вот согласись, креветки это что-то варененькое такое, да, вот. Жареное с чесночком. Вот, да, сашими никогда еще. Поэтому давай, смотри, вот так берешь креветку, макаешь в соус, затем вот так нажимаешь, и она у тебя выскакивает. Это должно происходить, когда ты кусаешь. Ну, то есть, грубо говоря, как-то вот так. Ну, отличная, хорошая, сладкая креветка. Можно в соусы побольше макать. Здесь у нас, кстати, разнообразие. Крупная, много жевать. Ну да, здесь креветки не маленькие. Очень сладкая креветка, очень необычный вкус. Ну, обычно в виде сашими мы их не привыкли есть. Да. То есть вареные, тушеные, жареные в каком-то блюде. В сыром это для меня первый опыт. Кстати, очень интересно, очень вкусный, необычный вкус. Она хрустящая, сладковатая. Кто любит сашими, я думаю, им должно очень сильно понравиться. А следующую, Ириш, попробуй с рыбным соусом. Вот прям сюда, вот так, капитальненько так. Ну ты чуть-чуть, ну ладно, а я-то уж знаю. Я сначала так попробую. А с рыбным оно еще вкуснее. Дает дополнительный вкус. Немножко сладковатый, немножко кисловатый. Немного пахнет рыбой, но вкупе это взрыв вкуса получается. Ну вот смотри, у каждого, честно говоря, разное представление о вкусе рыбного соуса. Кому-то капец вонючий, еще что-то. А ты нормально, да? Я нормально, мне понравилось. Я до этого пробовала другие рыбные соусы, но те сильно пахли. У этого очень приятный вкус, сладковатый и не отдает ферментированной рыбой. Ну потому что он так и должен по большому счету восприниматься. Я так мыслю. Через некоторое время, если вы прям родились в какой-нибудь там Норвегии, да, и этот сюрстрёминг там кушаете, то со временем вам и сюрстрёминг будет примерно так же заходить, как рыбный соус здесь. Но, как видите, это не так сурово, как его малюют. Поэтому, да, в целом,
по креветкам? В целом по креветкам. Очень интересный опыт, очень вкусная штука, особенно когда при тебе их выловили из аквариума, их тебе порезали, разделали и подали. Это очень вкусно. Всем советую. Это да. Единственный, может быть, мой вам совет. Если прям не такие огромные фанаты сашими, мы-то, понятное дело, здесь все такие, и мы прикончим это. По одной, по две креветочки рассчитывайте приготовить сашими, а остальные, то, что, допустим, наловили, пускай вам погрилят с чесночком, с тем же самым. И будет вообще огонь. Ну и, конечно же, два слова по поводу вот этого. Это те самые бошки Я понимаю, во фритюре. но что-то я их побаиваюсь. А? Простите, это не мое. Они горчат, либо возможно, они должны быть горячее. Они горчат. Они во фритюре. Они кишочки. Нет, не мое. Вот, видите. Я тоже лучше не по особый, сырой. признаюсь, фанат этого дела. Ром, а ты вроде к этому неплохо так, да? Я уже не помню. Ты прям с хитином их, по-моему, уничтожаешь. Ну, давай. Нет, ты сначала сашими давай, а потом уже хитин. Слушай, ну вот бошки прикольные. Я помню, что когда мы до этого сашими креветки заказывали, нам головы приносили, но они какие-то маленькие были, как будто не от тех креветок, которые мы заказывали. Так у нас и креветки такие Ну, может были. быть, да. Вот когда башка такая большая, фритюрная, она прикольная, мне понравилась. Ну вот смотрите, видите, три разных, в общем-то, мнения. Потому что я скажу, ну так, нормально съесть можно, но я бы не любитель. Я так одну вот штучку съел, и мне хватит. Ириш говорит, что такая, да вообще не надо. Вообще, Это не это для не меня. моё. А Ромка такой, ну, можно еще? Вот, понимаете, три человека, три разных мнения. Поэтому приезжайте и составляйте свое собственное. Для этого вы ездите в такие места. И у нас самое главное, уже стоит за камерой тот самый изопод. А вот и самое крутое и необычное блюдо на сегодня. Я, ребят, честно говоря, уже очень и очень давно вынашивал мысль попробовать вот этого товарища изопода. Ну и сегодня мы в этом удовольствии себе не отказали. Когда его сейчас принесли, я посмотрел, и первым делом меня постигло разочарование. Ну, ребят, мы зачем просили приготовить этого гада на пару? Да потому что мы хотим тот самый вкус натуральный, настоящий, то есть без всяких каких-то примесей. Вы нафига туда столько лемонграсса-то навалили, а? Вот прям открытое брюхо и куча лемонграсса. Я видел видосы на ютубе, естественно, где приносят его вот прям такого хорошенького и открывают при тебе. И ножничками, значит, отрезают вот так. Вскрывают это брюхо, и там куча мяса. Что-то вот мне подозрительно. Не моя вина. Ириш, понимаю. ей-богу. Давай будем выковыривать оттуда. Да, сейчас я лемонграсс для начала выковырю оттуда. А потом мы попробуем оттуда выковырять какое-либо мясо. Слушай, а может персонал попросить, а? Как ты считаешь? Вот, Чтобы они вскрыли. ну да, Да? я более, так сказать, знаешь, примитивный. То есть я вот сейчас так ложкой, все дела. А может турист захочет такой, ребят, Но я бы тоже не полезла туда ложкой, я бы Да? просила бы, чтобы мне это вскрыли, Вот. потому что ты не знаешь, как к нему подступиться. вот. Давайте, как бы я исчез такой, и у нас девушка, значит, кушает изопода. Сейчас так и сделаем. С такого здорового таракана думалось, что будет немножко больше мяса. Полностью с тобой согласен, потому что ожидания, что от разделки, что от количества мяса внутри, у меня были, честно говоря, побольше. Вот видите, что у нас получилось? Кусочек икры, кусочек мяса. И, в общем-то, там. Да, естественно, поковыряться там еще можно, и я уверен, мы, наверное, наковыряем, ну вот,
одну еще еще стоит такую даже. порцию, да? Как раз Ромке попробовать. Опять же разделка. Пришла, отрезала ноги и на этом все, и говорит, просто выковыривайте дальше. Тогда спрашивается, зачем мы тебя звали, потому что здесь в хвосте очень много мяса еще. Как раз таки мы там попытались, ну ладно, нам на пробу сейчас хватит. Но вот как раз бы хвост разделала, может быть мясо даже как раз повыковырила, ребята там. Ладно, Пробуем? хватит бомбить, давай. А я все мясо так вместе сразу. Лемонграсса. Практически один вкусный манграсса. Да. Соленая, лемонграссовая, неплохое, вкусное мясо. Ну, ребят, как я изначально говорил, ну зачем столько лемонграсса вы навалили? Изменили вкус полностью. Больше всего похоже на нежного лобстера, приготовленного очень хорошо, которого завалили лемонграссом с солью. Я, кстати, не знаю, почему такой соленый. Может, он сам такой соленый? Обычно морепродукты не такие соленые, да. Говори свое впечатление, а я икру. Ну, лобстера я не пробовала, но по моему впечатлению это креветка слегка подваренная, со вкусом лемонграсса, его слишком много во вкусе Да. и слишком нежная. Ну, я думала, мясо будет немного плотнее, как бы, чтобы хороший такой кусочек съесть. А тут оно очень такое мягкое, нежное, но пока непонятно. Вот лемонграсс перебивает все совершенно. Это единственная, пожалуй, их ошибка, потому что животное это не изменишь. Но если у него нежное, такое жиденькое, можно сказать, мясо, Ну да. то и ладно. Икра мне понравилась. Сейчас попробуем. Икра мне понравилась, паштетообразная, похожая на, знаете, икру типа плотвы, только которую вы не зажарили сильно-сильно, а, ну, такая подзажаристая припущенная, слегка. да, чуть-чуть чуть-чуть припущена. Согласись, похоже на просто рыбью икру вот наших Да. обычных пород. Либо когда делают рыбный паштет. Ну да, да. Вот из печени налима делают паштет, она очень похожа по вкусу. В целом, что я могу сказать? Да интересная штука. Никакой противности, заметь, Противности вообще нету. нет. То есть выглядит, да, ужас ужасный. Ну Если просто. ты- так, А с точки зрения вкуса очень даже неплохо. Но в Надо принципе- еще из ножки. Да, ножку попробовать. А здесь лемонграсса-то нет. И очень мягкая структура панциря. Она очень легко достается. Да. Здесь, правда, пипулька совсем, вот понимаете, так Малюсенькая. выдавил. Вот оно, грубо говоря, и все. Да не надо было им портить этот Заваливать. вкус Он очень лемонграсса. вкусный. Вот Да. в ножках очень чувствуется Да. интересный вкус. Да. Он совершенно другой. Становится не похожим ни на креветку, ни на лобстера, как ты сказал. А в самих ножках прям натуральный вкус вот этого гада. И он очень интересный такой, не похожий ни на что, своеобразный. Вот оно, все, что есть в ножке. Но, слава богу, здесь хотя бы мы его попробовали натуральным. Ну и хорошо, что ног у него достаточно много. Да, ребят, ну это, как говорится, наша ошибка, потому что у нас заказ был, конечно, просто сделать на пару и ничего более. Это их решение было накидать на кучу лемонграсса сверху. В следующий раз надо говорить лемонграсса без Не надо. специй, без всего. Правильно? Да, согласна Правильно. полностью. Тогда можно почувствовать сам вкус именно вот этой вот жуткой твари, простите меня. Да. Но ее надо без всего пробовать. Возможно, даже без соли, чтобы можно было тыкнуть в какой-то соус. Да, потому что разнообразие есть. Если захотелось уж, да, ты там объелся им, то попробовал и окей. И да, нельзя ни в коем случае упускать вот эти вот кусочки, потому что уж настолько здесь малюсенькое животное, что вот это тоже вынимать, как говорится, в обязательном порядке. Понимаете? Ну, то есть ковыряться в нем, не перековыряться. Роман, ну и вот то, что я стоически наковырял, очень мало мяса в этом товарище. Может быть, если вы возьмете прям гиганта, то это будет, наверное, что-то в нем и поесть.
Но учитывая, что и эта тварь стоила, по-моему, лям, а здесь точная цена появится, то кушать там практически нечего. С точки зрения экзотики, да, наверное. Но придется вот прям вот отовсюду, знаете ли, вот из каждой вот этой вот ножки, вот оттуда вот так вот, да по чуть-чуть, да вот по такому количеству, понимаете? Ну, какое-то удовольствие от этого слегка теряется. Хочется-то, знаете, как в лобстере. Хвост снял, вынул. Ну ладно, хорошо, не целиком вот так вот в соус макнул и съел, но хотя бы удобоваримыми кусками. Роман. Но, на мой взгляд, это вот дорогущая, бесполезная тараканина. Вот живут они у себя там в окаменелостях, пусть и живут, не надо их трогать. Мне кажется, за эти деньги лучше вот лобстера, кучу креветок или там, ну вот что-нибудь такое. Где ты и наешься, и получишь удовольствие. Здесь ты просто замучаешься ковыряться, и одно разочарование вас ожидает. Ну и по поводу лемонграсса. Ну, они, конечно, намудрили. Мне кажется, это сделана небольшая ошибка, потому что, ну, действительно, захотел бы я вкус лемонграсса, я бы попросил со вкусом лемонграсса. Опережать мои мысли не стоит. Ириш, подведем итог по ресторану. Ириш, ну, общие впечатления по этому заведению. Безумно вкусные креветки. Креветки сашими прямо советую, не задумываясь, надо пробовать. Ушки. Ушки были на гриле, безумно вкусно. С соевым соусом, с рыбным соусом. Все, что подадут, попробуйте, понравится. Большой таракан, он большой таракан. Бессмысленная штука. Слишком дорого, мяса мало, ну чисто как развлечение можно. Ну а в целом по заведению слишком грязно. То есть кидают все на пол, персонал, возможно, в другие дни хорошо убирается. Сегодня пришлось нам ждать, чтобы нам протерли стол, чтобы разгребли ту гору мусора, которая лежала внизу. Само заведение. Интересное деревянное просто оформление, как большая столовая, но с большими аквариумами, с большим выбором морепродуктов. Можно порыться, покопаться, тебе любую штуку достанут, покажут, не нравится, бросил обратно. Как и у любого места или события, есть две стороны медали. А именно то, как вы видели весь этот обзор, и, например, то сейчас, что происходит за Роминой спиной, а именно за камерой. Сейчас вот появится, это вам покажут. Ну, другими словами, да, здорово, хорошо, разнообразие невероятное, свежесть потрясающая, потому что все в аквариумах, когда я вынимал этих всяких изоподов, это холоднючая морская вода, так что они свежие. По поводу же, как вот Ириш сказала, вот того самого изопода, ну, ребят, это и правда туристическая тема. Если брать огромного, ну, наверное, вы что-то в нем почувствуете, особенно если приготовят хорошо. Но это абсолютно для туристов, то есть это абсолютно фоточная вещь. То есть я такой приехал, потратил кучу денег, наделал кучу фоток, как бы, и вот Куда оно всем все. показал? Понимаешь? Да. Я через это прошел. На этом, в общем-то, все и заканчивается. С точки зрения самого рестика, все хорошо, все здорово. Грязь, да, как и во всем Вьетнаме, присутствует. Тебе, может быть, это необычно. Я уже, честно говоря, на это особенно внимания не обращаю. Заскакивайте, сюда можно заезжать, потому что здесь огромный выбор тех самых гадов с морепродуктами. Ну а с вами была Иришка И Костян. из Вьетнама. Всем пока. А ты так аккуратно, педантичненько так порезал. Я не люблю набивать рот, долго приходится переживать, штука незнакомая. И ты не знаешь, сколько ты будешь жевать и говорить. Нет, мягкая. Мягкая очень штука. Но привычка просто. Ну и правильно. Да нет, почему? Вон тут, смотри, вон. Вот это мясо, например. Вот, два кусочка мяса выковырял.